В ВСУ называют дату атаки на Крымский мост. Насколько России хватит снарядов и кто будет премьер-министром Польши. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Евросоюз в скором времени рассмотрит украинскую заявку на вступление в блок. Когда и какие будут условия? Тот, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущее государства-член ЕС, которое будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка. Польская оппозиция собрала коалицию и выбрала премьер-министра. Слово за президентом. Сегодня вместе с лидерами демократических партий мы подтвердили нашу готовность к полноценному сотрудничеству и созданию нового большинства в парламенте следующего созыва. Макрон призвал бороться с Хамас тем же составом стран, которые борются с ИГИЛ. Это дело справедливое и точка. Хамас – это террористическая группировка, целью которой является уничтожение государства Израиль. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забудьте поставить лайк, не забудьте оставить свой комментарий и не забудьте подписаться на наши каналы. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Крымский мост будет разрушен. Об этом говорит спикер военно-морских сил Украины. Говорит, когда нужно будет сделать Крым островом, мост и упадет. Мы не страдаем, в отличие от россиян, символизмом. Это очень помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом. Если условно на день рождения так называемого президента РФ у них стоит задача что-то где-то взять, то у нас такого нет. И, соответственно, это нам облегчает немного задачу. Поэтому этот мост, конечно, будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Цель моста, говорит пресс-секретарь ВМС Украины, обеспечение группировки войск оккупантов в самом Крыму и на левобережье. Поэтому он и должен быть разрушен. Россия будет вынуждена экономить снаряды, чтобы их хватило на 2024 год. Ситуация не критическая, поддерживать достаточную интенсивность артиллерийского огня Россия сможет, но гораздо меньшего уровня, чем в 2022 году. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии заявил, что у России осталось около 4 миллионов артиллерийских снарядов. Плюс еще от 300 до 500 тысяч поставила им Корея. Можно посчитать, насколько хватит этого количества снарядов, но нужно заметить, что производство снарядов Россия наращивает. Вместе с тем, Центр национального сопротивления сообщает, что россияне завезли в Брянскую область дополнительную партию модернизированных ракет комплексом воздушной обороны С-300, которые россияне используют не по назначению, а для ударов по украинскому приграничью. В Китае отправлен в отставку министр обороны. Перед этим он пропал на несколько месяцев, а потом государственные медиа сообщили о его отстранении с должности. Назначили его только 12 марта, а в сентябре Financial Times со ссылкой на американские источники писали, что, по мнению США, Ли Шанфу, именно так зовут бывшего министра обороны Китая, уже отстранен и находится под следствием. Тут надо добавить, что также несколько месяцев назад из виду исчез еще один министр Китая, министр иностранных дел. И только потом стало известно, что он отстранен. Евросоюз рассмотрит украинскую заявку на вступление 8 ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Оценку заявлению дадут в ежегодном отчете комиссии. Там будет подробно описано, насколько Украина и другие страны, которые претендуют на вступление, продвинулись в этом вопросе. А лидеры ЕС встретятся 14-15 декабря и обсудят конкретные детали, обсудят начало официальных переговоров о вступлении. Конечно, не случайно, что, несмотря на войну, в Украине работают более 2000 немецких компаний, причем только в секторе поставщиков автомобильной промышленности занято более 35 тысяч человек. Тот, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущее государства-член ЕС, которое будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка. Уже на Европейском саммите в конце этой недели мы подчеркнем нашу общую волю оказать финансовую поддержку Украине. Я буду выступать за то, чтобы к концу года были выработаны
выработаны конкретные решения по обеспечению долгосрочной финансовой поддержки Украины в ближайшие годы. Шольц говорит, что хочет помочь Украине со вступлением в блок. Также заявляет на форуме в Берлине, призванном стимулировать немецкий бизнес к инвестированию в Украину, что, цитирую, украинский механизм будет включать в себя гранты, кредиты, частные и государственные инвестиции вместе с теми грантами, которые уже доступны Украине как кандидату на вступление в ЕС. Польская оппозиция определилась с коалицией и премьер-министром. Основные оппозиционные партии Польши готовы взять власть в свои руки и планируют сделать Дональда Туска своим кандидатом на пост премьер-министра. Popieramy desygnowanie pana Donalda Tuska. Мы поддерживаем назначение Дональда Туска и возложение на него миссии по формированию правительства. Нам предстоит принять несколько важных решений, которые, я верю, будут приняты спокойно и разумно. W sposób spokojny i rozsądny. Но как саму коалицию, так и премьер-министра должен еще утвердить президент. Так или иначе, но оппозиция таки собралась вместе. Теперь будем ждать ответа от Анджея Дуда. Dzisiaj wspólnie z liderami partii demokratycznych Сегодня вместе с лидерами демократических партий мы подтвердили нашу готовность к полноценному сотрудничеству и созданию нового большинства в парламенте следующего созыва. to jest ważna informacja w dniu, w którym prezydent Это важная информация в день, когда президент Дуда начинает консультации с партиями, прошедшими в парламент на этих выборах. chcielibyśmy na pewno wspólnie przede wszystkim jeszcze raz Мы хотели бы еще раз поблагодарить всех избирателей наших партий, да и вообще всех избирателей, потому что явка была впечатляющей. В одном из автомобилей президента Польши, к слову, был обнаружен датчик слежения. Об этом сообщает телеканал TVN24. И ссылаются они на сотрудника президентской службы охраны. Как долго датчик ездил вместе с польским президентом, непонятно. Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев. Он не раз включался в состав президентской автоколонны, в том числе во время его поездок в Украину. Президент Франции предложил расширить международную коалицию, которая ведет борьбу с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии, включив в нее борьбу с палестинскими боевиками «Хамас» в секторе Газа. Cette cause est juste, point final. Это дело справедливое и точка. Хамас — это террористическая группировка, целью которой является уничтожение государства Израиль. Это также относится к ИГИЛ, Аль-Каиде и тем, кто связан с ними своими действиями и намерениями. Именно поэтому Франция готова к тому, чтобы международная коалиция против ИГИЛа, в рамках которой мы участвуем в операциях в Ираке и Сирии, могла также бороться против Хамас. Я предлагаю нашим международным партнерам, я обсуждал это с вами сегодня утром, что мы можем создать региональную международную коалицию для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам. Об этом Макрон сказал на встрече с Беньямином Нетаньяху, а израильский премьер еще раз пообещал уничтожить Хамас и предупредил всех, что война будет долгой. The test for the West and for civilization is Hamas. Испытанием для Запада и для цивилизации является Хамас. Если Хамас победит, мы все проиграем. Европа окажется под угрозой. Все окажутся под угрозой. Цивилизация окажется под угрозой. Если Хамас проиграет и будет разгромлен, тогда победят силы цивилизации. Вот почему эта битва не только наша собственная. Это битва Европы, это битва Америки, это битва цивилизации. Это битва за сердце и душу, за будущее Ближнего Востока и арабского мира. Виллу прокремлевского блогера Шария в Испании закидали коктейлями Молотова. Об этом пишет испанское издание «Эль Диарио». Видео мы вам показать не можем тут, в Ютубе. Тут немного другие правила, но вы можете увидеть этот большой костер в нашем телеграм-канале. Тысячи людей кричали «Россия прочь!» возле московского посольства в Венгрии. Перед посольством выставили полицейскую стену, опасаясь провокаций после такого марша. Демонстрацию в Будапеште 23 октября не транслировал ни один венгерский канал. Хоть людей было действительно много. Напомню, эта дата в Венгрии является Днем памяти погибших во время подавления восстания против советской власти в 1956 году. Тогда более 2500 людей было убито и около 20 тысяч ранено.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Как обычно, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Хочу знать все ваши мысли. Пишите их нам под этим видео и под другими видео тоже. И не забывайте подписаться на наш канал. Это тоже очень важно, ну и для вас не очень сложно. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.